всего волнует, ну, про это здание могу сказать, что, ну, в данный момент меньше всего волнует. Вот ось мы поставили, у нас на оси здесь будут прям модульно, как нужно, красиво, ротор. Просто с этим зданием все отлично, оно идеально, оно классно собрано, классный будет ротор, никаких вопросов. Оно не должно пока что генерировать электричество. А вот это должно, поэтому к этому есть вопросы. Крышка вот эта. Нас же заставили все равно переделать, правильно? Давай ее сейчас переделаем. Ну, на прозрачную. Мы же не оставим это. Я правильно понимаю? Ну, просто из акрила то же самое. Да, просто из акрила, но нам нужно сразу коррективы какие ввести сюда. Во-первых, найти вот этот пиксель, потому что там вот это отверстие, надоело его зашпаклевывать. Вот в каждой крышке вот здесь отверстие, это файлик где-то, понимаешь? Вот. И нужно нам продлить, чтобы вот эти мы в акриле уже не прорезали сюда. Так они на самом деле есть уже, просто... Нету. Оно получается дольше. Фреза, не фреза, а это прям глубже. Ну вот просто полоски продлить, вот такие же полоски пусть будут. Фреза 1,6 мм, пусть она дойдет сюда. И в эту крышку скинуть, чтобы прям сейчас ее резали. А? 201 подшипника, это что значит? Ну здесь отверстие под 201, нам нужно под это заменить. Ну, открывай крышку. Под это? Нет вот этой отверстия? На все. Даже самый на крыше? первый. Не, на вот этой нижней нет, а на этих на всех есть. А, ну я уже убрал, наверное. Вот это точно этот размер, это она, да? Ну, проверь. Да, линейка собой теперь. Как, по диагонали? Ну, давай Да. по диагонали. 56,5. Ну, 565. Угу. Хорошо. Да, по этим макетам появились новые идеи сделать прозрачную вот такую вот платформу, где мы сможем наглядно видеть, как вращается ротор, что стоят катушки. Мы ее интересно подкрасим. Вот. Будет очень просто ставиться ротор уже ветроустановки с лопастями. Ну, сейчас идет работа, но в целом макеты уже будут прям как в разрезе, можно будет это увидеть. Снимется пленка, она сейчас там мутная пленка поцарапанная, но будет это достаточно красиво, так что работаем. В прошлом видео мы уже видели, как собирается это здание. Вот, здание будет находиться на макете. Это небольшая совершенно часть макета. Представьте, он будет размером 12 квадратных метров. У нас будет 4 здания. Вот. И очень кропотливая, сложная работа будет и покраски, склейки, те самые роторы, маленькие модули. Мы сейчас покажем, как они собираются из маленьких тонких запчастей. Это все склеивается. Вот. Но самая хорошая новость — это то, что уже идет физический процесс. Уже мы видим с вами первое собранное здание, уже есть опыт. Как это сделать быстрее, возможно, чуть качественней. Вот. Ну, предлагаю пойти посмотреть, как идет работа по ротору. Вот. Ну, представьте только, что этот макет будет занимать вот прям большой-большой участок. И я думаю, это будет выглядеть очень круто. Из вот таких вот деталей состоят модули ротора. Вот такие вот небольшие лопасти. Модульно
уже приблизительно к тому, как будет выглядеть в реальном объекте, потому что некоторые люди думают, что это очень такая громоздкая структура, но на самом деле модули не очень высокие, у них будет возможность вращаться отдельно и вращаться всем вместе. Вот. То есть каждый сможет наглядно увидеть, что это модульная структура, независимая друг от друга. Желтый нормально смотрится. Уважаемые друзья, инвесторы проекта «Ветер», мы сейчас пытаемся понять, какой оттенок цвета лучше выглядит в этой башне. Желтый либо же прохладный, который тоже сейчас покажем. Вот. Предлагаю сделать голосование в комментариях. Вот, желтый или холодный, то есть теплый или холодный. На ваш взгляд, как лучше, потому что макет придется презентовать на большое количество аудитории, и чтобы он выглядел максимально красиво. Наличие макетов для того, чтобы людям показывать, ну, что это такое, потому что они не понимают. Вот сейчас метровый макет стоит на улице. Вечером, если будет ветерок, будет хорошо видно, как он светится, уже от ветра. Соответственно, мы, когда технологию эту сейчас отработаем в метровом макете, ну, это представь, как Боинг с размахом крыла полметра, да? То есть он очень похож на своего старшего аналог, но есть некоторые нюансы, которые учитывать масштаб. Поэтому мы сейчас на этом маленьком подработаем эту технологию, убедимся в том, что он стабильно работает, что ничего не ломается, там ветер ураганный не ломает этот наш метровый макет, там щепки, да. И все, мы тогда начнем распространять. Распространили, веб-камеры поставили, на сайте транслируем. Человек, заходя из любой точки мира, видит, где к нему ближайший макет, при желании может туда приехать или позвонить своему другу, там, Франсуа, сказать: Франсуа, съезди, посмотри. Франсуа приезжает, смотрит, говорит: да, все реально, все, вот оно есть.